Многие иммигранты, я смотрю, меняют свою жизнь. Все больше и больше я начинаю воспринимать этот город как свой. Если он не забыл. Я надеюсь, что нет. Потому что в целом португальцы, они такие чильные ребята. И каждый человек со сменой каких-то серьезных жизненных условий или обстоятельств меняет идентичность. И трудоголизм – это одна из форм зависимости. Так он говорит, нет, нифига, никуда мы бежать не будем, стремиться мы никуда не будем. Мы будем жить жизнь после 40, жизнь только начинается. Наблюдаю, как с каждым месяцем все больше и больше я начинаю воспринимать этот город как свой. Сейчас поехала в поликлинику на встречу с доктором и после решила прогуляться по центру. Такие какие-то очень интересные чувства, что ну вот, я как будто бы дома. Принимаю или присваиваю этот город, ну, в хорошем смысле слова. То есть как очень такие домашние чувства возникают, родные какие-то, дорогие. В общем, приходит комфорт со временем, чему я очень рада. Сейчас провожу Костю через пару дней. И у меня такой план, мне хочется до отъезда в Перу, мне хочется прям ничего, ну, условно ничего не делать и уделить время одомашниванию, новым знакомствам, исследованию города. Это то, что я хотела очень давно сделать, но мне не хватало времени. Хочу еще лучше привести свой дом в порядок и сделать его более таким кози, как-то по-русски, уютным. Книжечку почитать в кафе. Там, не знаю, будет ли видно, но там замок Святого Георгия. Очень красивый вид открывается. Я знаю только по слухам, потому что сама там еще не была. Еще у нас самый длинный мост в Европе. Мост Вашко де Гамы. Это если на португальский манер, или Васко де Гамы. Так нельзя делать, но я пошла на красный. Это центральная улица. И мы заходим вот в ворота коммерции. Здесь, по-моему, еще одна есть площадка наверху, обзорная, классная. Бегать на красный становится плохой традицией. Кто же-то мне говорил? Мне говорил местный португальский парень, как его мама учила на красный свет не ездить. Она ему говорила следующее: нельзя нарушать или ехать на красный, потому что у тебя исчезают границы и в других правилах, и ты типа не знаешь. То есть, как только ты начинаешь нарушать маленькие правила, автоматом ты становишься или рискуешь нарушать и какие-то большие правила. Ой, сейчас как потреню. У меня был клиент на индивидуальный ретрит, поэтому за неделю я смогла сходить в зал всего лишь один раз. Ну, хорошая новость из этого, что мышцы успели восстановиться. Потому что в какой-то момент я прям перестаралась. Сегодня меня ждет Тони. Будем заниматься вместе, если он не забыл. Я надеюсь, что нет. Потому что в целом португальцы, они такие
чильные ребята. Он может забыть, он может немножко опоздать. Ну, это не считается, это так, это норма. Здесь такая история ходит, типа опортугалился. Это означает, что ты начал жить, короче, меньше париться и жить более чильную жизнь. Ну, как бы опоздал. Сори, ну, бывает, с кем не бывает. Вот. Другая история про португальцев. В общем, если немец живет для того, чтобы... Может быть, я ее уже рассказывала. В общем, если немец живет для того, чтобы работать, то португальцу работа мешает жить. Они больше такие семейные, за ручку походить, на прая поваляться. Это прая, это пляж. Обеды совместные. Такая очень козий, как это, уютная история, уютная жизнь. Мне нравится. Я от многих людей слышу, кто жил раньше в больших городах, таких как Москва, таких как Москва, Нью-Йорк, что вот здесь я наконец-то зажил или начал жить, потому что выровнялся work and life balance. То есть жизни добавилось или получилось уделять времени больше отдыху. Кто-то серфить начинает, кто-то больше в гости ходит, больше встречается с друзьями, проводит время на пляже, на берегу, у океана. Ну и, соответственно, меньше вырабатывается. Хочется гулять, хочется дружить. Для меня это тоже рост. Я не могу сказать, что я научилась отпускать и что мне комфортно отдыхать. Я скорее из тех, кто привык урабатываться. И часто вот это урабатывание, это механизм, это компенсаторика. То есть, когда внутри что-то не починено, у человека возникает потребность в трудоголизме. То есть трудоголизм – это одна из форм зависимости. Есть зависимость алкогольная, когда ты убегаешь от чего-то в алкоголь, есть пищевая, а есть трудоголизм. Это зависимость от работы, когда ты убегаешь от того, что тебе некомфортно, или то, от чего, с чем ты не можешь справиться, в работу. А ранее я вам признавалась, что мне склонны зависимости, или есть люди более склонные, есть менее склонные. Так вот, я более склонна к зависимостям, поэтому приходится за собой следить. И в былые годы чего только не было в моей жизни. И алкоголь, и никотин, и очень-очень много работы. Прям с 8 до 9, и я и ночевать оставалась в офисе. Что еще было? Созависимые отношения были. То есть, по сути, все эти вещи, они указывают на то, что внутри там не все очень хорошо. Или, может быть, совсем не очень хорошо. Если по какой-то причине ты не умел парковаться раньше, то будь уверен, Португалия тебя научит экономной парковке.
Сдала только что анализы по здоровью. Я молодец. Я стараюсь делать регулярный чекап. Раз в год хотя бы. Вот, это был первый мой чекап в Португалии. Посмотрим, что покажут анализы, насколько я здоров. Встречалась вчера со знакомой. Она мне взяла и подарила такой великолепный, фантастический букет. Так приятно стало. Она с переездом в Португалию начала увлекаться флористикой и мечтает открыть свою студию. Многие мигранты, я смотрю, меняют свою жизнь. То есть в своей стране всю жизнь занимались одним делом, переехали в Португалию и начали заниматься или планируют заниматься совершенно другим, и это, ну, как норма. Ну, у меня тоже приблизительно так. Вообще ищу себя сейчас. И с одной стороны у меня есть куча навыков, куча жизненного опыта, а с другой стороны сейчас стоит задача, как его здесь применить, и важно, чтобы оно откликалось моему сердцу, и важно, чтобы билось с моим образом жизни. То есть на завод в ночную смену я не могу пойти работать, или в принципе там на любую работу в ночную смену, потому что для меня здоровье очень важно. И я не хочу, например, сбивать свой... Короче, по ночам я сплю. И вот много таких моментов, типа, с которыми я не готова мириться. То есть мне важно, с одной стороны, сохранить образ жизни, который мне важен, а с другой стороны делать то, что имеет смысл, и то, что нравится. Непросто. Встречались только что со Светланой. Светлана ведет канал Просвет Токс. Она мне рассказала столько фишек, связанных с интеллектом искусственным, и поделилась ключами, как она оптимизирует процесс изготовления контента. Это было невероятно ценно. И вот как-то в моей жизни только в эмиграции раскрывается история про такую взаимную помощь и взаимную поддержку друг друга. До этого я привыкла скорее вот я сама разберусь, я сама все сделаю. И до 40 лет я успешно на этом навыке самостоятельности жила, гребла. И в Португалии я поняла, что вот здесь я сама не выгребу, сама не вывезу. Или, возможно, это нативно как-то произошло, потому что в самые какие-то сложные эмоциональные моменты приходили люди, другие люди. И это стало для меня новым опытом. Невероятно ценным. Благодаря этому опыту я очень сильно выросла. Или продолжаю расти. Потому что эта самостоятельность, она, как и любое качество, она помогает тебе вырасти, она помогает тебе достичь определенного уровня, но дальше ты упираешься в нее как в потолок, и тебе для твоего же роста, и тебе для последующего роста нужно добирать противоположных каких-то качеств. Из серии «я умею сама, но не умею, например, просить о помощи» или «не умею опираться на других людей». И тогда мне нужно как раз учиться просить помощь, учиться опираться на других людей, и для меня в этом будет зона роста. Собственно, что сейчас и происходит. То есть тот контент или та практическая информация, которой со мной поделилась Света, я не знаю, сколько бы я приходила к этому самостоятельно. То есть это про опыт, про который ты нигде не можешь прочитать, ну или даже если читаешь, то до тебя не доходит.
вот такие встречи по обмену опытом реальным, они максимально полезны. Я когда была в Перу, я мечтала о сообществе креаторов, то есть быть частью такого сообщества. Я не стала частью такого сообщества, но, по крайней мере, появились отдельные люди, которые могут или которые делятся своими знаниями, и нам есть о чем поговорить, нам есть что обсудить, потому что мы на самом деле в одном контексте. И это продвигает. По возможности я ищу людей с общим контекстом для того, чтобы развиваться, для того, чтобы общаться. Это как иметь свою стаю. И процесс эмиграции, он очень непростым был для меня и продолжается. Но очень много плюшек, очень много... Очень многое я выношу и получаю для своего развития как личности, каких-то навыков. То есть, по сути, я меняюсь как личность, ну или каждый человек со сменой каких-то серьезных жизненных условий или обстоятельств меняет идентичность и перерастает себя, становится другим. Старые личности как бы отживают, и это важно уметь их отпускать и не натягивать. И не натягивать на себя, потому что тогда очень больно. То есть, по сути, ты уже живешь другую жизнь, у тебя другие интересы, но ты не можешь отпустить идею о самом себе. И тогда это становится очень болезненным процессом. То есть у меня так было. По сути, я давно не предприниматель, такой вот кондовый. Мне необходимо, чтобы у меня было много свободы, и как-то мне интересно работать с людьми. Мне интересен рост, развитие. И не так давно я попробовала зайти снова в сообщество предпринимателей. И это стало для меня очень болезненным процессом, потому что там люди определенного характера с определенными ценностями. Я не могла долго отпустить идею, что я уже не предприниматель. То есть в своих иллюзиях, в своем представлении себя я предприниматель. Я достигатор, мне нужно делать там какие-то результаты, куда-то бежать, стремиться. Но мое нутро такое говорит: нет, нифига. Никуда мы бежать не будем, стремиться мы никуда не будем. Мы будем жить жизнь гармоничную, и там нет вот этого всего, что ты себе напридумывала. Поэтому иди нафиг. Это было сложно принять, хотя с другой стороны казалось, чего бы сложного. Это заняло время. Вот. Это я к тому, что очень важно отпускать, очень важно прислушиваться к себе. И мы все время меняемся. То есть, если раньше наша личность была более статичной, типа ты родился в семье доктора, сам стал доктором, и дети твои стали докторами, то сейчас ты родился в семье сапожника, стал юристом, через какое-то время решил стать психологом, а через какое-то время ты передумал и решил себя попробовать в творчестве. То есть мир стал более динамичным. И по мере ускорения каких-то вот процессов глобальных или жизни мы становимся, или наша личность становится тоже более динамичной и такой... более динамично, я не знаю, как по-другому сказать. И важно не цепляться за себя прошлого, или важно не цепляться за уходящий поезд, а прислушиваться и по возможности следовать своим желаниям или искать, как им следовать.
Очень такой красивый день сегодня. Я хожу и кайфую. Сейчас я покажу. Слушаю семинар по трансформационному коучингу. Блин, так удобно. Ходишь, гуляешь и обучаешься. Ёлки, весь день моросит дождь. Решили с Сырой поехать съесть что-нибудь вкусное и выпить чаю. Так, 95, 95, эхо, топ 95, давай топ. На заправке, блин, я когда первые разы заправлялась. Bomba 6 para abastecer, o padrão foi dentro. Obrigado. Такая фигня случилась. Я, короче, заправилась, а потом решила расплатиться картой у автомата. Ну, вот здесь. Расплатилась и смотрю, у меня сняло 50 евро, а потом еще 100 евро. И так несколько раз. Ну, вернее, я потом уже обнаружила там, полмесяца спустя, что у меня снимают по 100 евро. Вернулась обратно на заправку, спрашиваю у них, что за фигня, они говорят, если вы расплачиваетесь у автомата, вот так, а не на кассе, то обязательно будет блокировка 100 евро. Вот. Ну, вернули, все. Так, сейчас посмотрим, насколько залили. 56 евро. Идем платить ножками, а не у автомата, чтобы не блокировали карту. Закрыла машину, но на самом деле здесь можно закрывать, вернее, можно не закрывать и не бояться. Вот Ира улыбается. Наверное, улыбается, потому что я иду с камерой разговариваю. Ну и все, конечно же, смотрят. Olá, boa tarde. There's 6. Код вводишь от карты. Что здесь у нас есть на заправке? Подломчики разные. Очень долго времени заняло освоиться. Я до сих пор не могу сказать, что вот я освоилась и знаю, что где купить, что где взять. Пока еще нет. Поедем, наверное, есть сырники. Здесь есть в округе несколько заведений, которые держат русскоязычные люди. И в них есть сырники. Это то, чего мне в Перу очень не хватало. Перуанцы не едят творог. И сыр едят, но не так много. Вот. Тут прямо и сырники, и Наполеон. Ну, я надеюсь, Наполеон мне не залезет. Мне влезет. Ира говорит, в нее влезет. Ну и, как обычно, едем в Кашкайш. Потому что там красиво, хорошо. Перебегаем дорогу, черт побери. Гребаные экспаты. Португальцы просто более законопослушные, и они редко перебегают
улицы. Ну, а я из Перу, мне можно. Это центр нашего Кашкайша. Такие улочки, кафешечки. Мира. Да, там рынок с невероятно вкусными морепродуктами, до которого мы не дошли за 10 месяцев. Ира предлагает посмотреть на недвижимость, у нас хобби такое. Сейчас. Так, что тут у нас? 2 миллиона. Вот квартирка-то 2 миллиона. Мы развлекаемся. Вот, возьми, вот, смотри, какой. То есть 7 комнат. 7 комнат. 4 миллиона. А где находится? Центр Кашкайша. А это... Так, это центр Кашкайша. А это просто 3,5 миллиона. Просто Кашкайш. Великолепно. Это Эрисера. Ну, это Эрисера, это для нищебродов. 715. О, мы пришли, да? Да, мы здесь впервые. Ты кому-то махала, Ира? Ну, этот же мужчина сел в такси, потом уехал, такой бай-бай. Мы с ним все захватывали, бай-бай. Sorry. Я тоже Центр. Ну давай в центр. В ролик заходить не будем сегодня. у нас все есть. Ну так, просто пройдем мимо. Сегодня ты в роли как гида, тургида? На пальме. И она выходит прямиком к океану. Куда выходит? К океану. К океану. К океану выходит. Атлантического. Атлантического. Очень много индусов. А вот это местечко такое, не знаю, как сказать, какое оно. House of Wonders. Здесь plant-based food. И оно такое вот психоделическое, весьма уютное. Много растений. В общем, иногда мы здесь любим посидеть. Все веганское, вкусное. В растениях. Оно двухэтажное. Такая барышня здесь держит, похоже на хиппи. Не только от солнца, чайка. От чаек. Этот навес, оказывается, еще и от чаек. А ну-ка. Здесь какая классная веранда. Я вот мечтаю тоже, Ира, сделать, чтобы у нас было очень много цветов. Но кто же за ними будет ухаживать? Так круто смотрится вообще, просто кайф. Не знаю по какой причине, но португальцы много используют лавандерию, это прачечная. То есть по какой-то причине португальцы не стирают дома, а стирают в прачечных. Мне не понять. И у нас есть машинка. Как ты думаешь, какая причина в том, что португальцы носят прачечную? В старых домах не предусмотрена канализация. В старых домах, как вариант, не предусмотрена
канализация. Так удобно принес, постирали. А я не знаю, поставила? Не, я думаю, что если постирали, то это будет дурным денег стоить. С налетом часов. Сделала бы. Может, сейчас уже сделала. Ну, мы наедены. Не знаю, ты водила, я все тоже очень красиво. Я была на этой улочке, но я не знала, где она. То есть я бы ее не нашла. Такая очень была маленькая и милая улочка. Класс. Ой, тут прям целая дверь. Блин, так как какой-то гномий домик. Такие маленькие двери. А из двери доносится очень вкусный запах. Кто-то что-то готовит. Сегодня мы охотимся за пирожным. Или какой-нибудь булочкой. Еще одна очень красивая булочка. И раскомандовала, пойдем. Да, горит свет, значит, тут живет. Вивьенда Аперман. Ну, фамилия Аперман не похожа на португальскую. Ой, там не буду светить в окно, но там очень красивые такие книжные полки. Дядя сидит за компьютером. Очень уютно. Это похоже на жилой. Ну, вот это самый что ни на есть жилой. Почти как в Италии. Белье, да, сушится? Вы поняли. Только что посерфила. Сделала прогулочку по океану. Выпила чашечку черного кофе. И такое состояние... Сейчас попробую описать. Очень спокойное, очень ровное. Как будто бы... А что еще нужно для жизни? Когда есть океан, когда есть серфинг. Такое удовлетворение какое-то и благодарность. Внутренняя тишина. Наверное, это какие-то страшные вещи, потому что нет спешки, нет необходимости вот как типа что-то делать, нужно куда-то бежать, нужно достигать. Сейчас не нужно. И я люблю эти состояния, мне они свойственны, но я предпочла бы иметь их чаще. Потому что периодически у меня включается этот достигатор, который не дает покоя и диктует, что нужно куда-то бежать. А сейчас такой момент, очень классный момент жизни, когда я просто проживаю это воскресенье, проживаю этот день. Навстречу мне идут люди. Я вглядываюсь в их лица, кайфую. И это и есть жизнь.
Это про здесь и сейчас. Про благодарность, про проживание момента, наполненность, удовлетворенность. Когда я правильно веду себя, эти прекрасные состояния или прекрасные моменты приходят сильно чаще. Что такое правильно? Ой, споткнулась. Что такое это правильно веду себя? Ну, когда я высыпаюсь, когда в моей жизни присутствует спорт, то есть когда я за телом классно слежу, ухаживаю за режимом, за своим состоянием, в общем, забочусь о себе. Когда я у себя на первом месте, и когда я или моя жизнь мне важна. Вот. Я заметила, что в такие моменты мне особенно комфортно одной. Нет, могут быть рядом другие люди, но это не обязательно. Повторю эту фразу, что после 40 жизнь только начинается. С завистью смотрю на народ, катающийся на скейтах. Потому что я свой скейт уронила в морскую воду и вовремя не помыла и не просушила. И он буквально за 2 дня просто там колеса, не знаю, подшипники это, наверное, называется, заржавели. Я уже купила новые, но у меня не доходит руки поменять. Возможно, сейчас попробую поменять. В общем, скейт — это отдельный кайф. Я начала кататься на скейте, будучи в Лиме. И скейт помогает практиковать серфинговую технику. То есть я использую или катаюсь на том скейте, который улучшает серфинг или катание на доске. Но еще это и фан. Еще одна кайфушка. Иду, а люди кушают, сидят, пьют, болтают. И просто одно удовольствие смотреть на это. Какое-то спокойствие и интерес, и чувство жизни.